Серийные убийцы появлялись в любое время и в любой стране, вне зависимости от ее состояния и благополучия. Послевоенный СССР тоже не стал исключением. Здесь появился маньяк, ловко подстроившийся под суровую реальность тех лет. Филипп Тюрин, известный как Филипп Кровавый, орудовал в Ленинграде, который только-только начал восстанавливаться после военного ада. Тюрин зарубил десятки человек. Сыщики сначала решили, что в городе орудует каннибал. В Ленинграде царил голод. Жертвами убийцы становились фронтовики и ленинградцы, пережившие блокаду. Следователи так и не узнали, скольких человек он убил. Судебный процесс над Тюриным являлся закрытым, а средства массовой информации того времени о маньяке молчали. Новое потрясение и без того измученным ленинградцам было ни к чему. Филипп Петрович Тюрин родился в один из дней 1910 года в деревне Сумерки Рязанской губернии Российской империи. Его родители были простыми крестьянами, и такая же судьба, казалось, была уготована их детям. Филипп вначале действительно пошел по стопам родителей. Он ухаживал за скотиной, помогал отцу на пашне, сеял и собирал урожай. Но привычный уклад Тюрина изменила Великая Отечественная война. 31-летний Филипп ушел на фронт. Он воевал до тех пор, пока не получил ранение, из-за которого был комиссован. Тюрина отправили на лечение в Ленинград, где он решил остаться после окончания войны. Возвращаться в родные Сумерки смысла не было. Семьей он так и не обзавелся, а жить с родителями ему не хотелось. Но в Ленинграде Тюрину понадобились жилье и деньги, поэтому он стал искать работу. И тут ему невероятно повезло. Рязанец сумел попасть на очень хлебное по тем временам место. Он стал извозчиком при заводе «Большевик». Тюрин должен был доставлять на завод продукты и вывозить оттуда пищевые отходы. Новому работнику не только выделили повозку с лошадью, но и предоставили жилье, комнату в небольшом бараке прямо на территории завода. О подобном везении мечтали многие в голодном послевоенном Ленинграде, но Тюрина его размеренная жизнь не устраивала. Как и почему простой работяга Тюрин превратился в одного из самых жестоких серийных убийц СССР, до сих пор остается загадкой. По одной из версий, его изменила война с ее бесконечным кровопролитием. Впрочем, есть и куда более очевидный мотив. Внезапно проснувшаяся в Тюрине страсть к легкой наживе, ради которой он был готов убивать невинных людей. По служебной необходимости извозчик с большевика частенько бывал на ленинградских рынках, где шла бойкая торговля. Люди продавали, покупали и меняли свои вещи на продукты. В то непростое время ленинградцам часто приходилось расставаться с памятными и дорогими предметами, чтобы прокормить себя и семью. Этим и решил воспользоваться Филипп. Своих жертв он искал на небольших Смоленском и Предтеченском рынках. Расчет Тюрина был прост. В этих местах редко встречались милиционеры. Они предпочитали работать на более крупных рынках, где чаще попадались преступники всех мастей. Филипп действовал по одной и той же схеме. Он приезжал на рынок и начинал присматривать потенциальную жертву. Прилично одетого человека, который неосмотрительно показывал деньги или имел при себе какие-нибудь ценности. Тюрин заводил с ним беседу и предлагал проехать к нему домой за картошкой. Впрочем, соглашались далеко не все. В памяти ленинградцев еще свежи были случаи каннибализма в годы блокады. Поэтому люди опасались ехать неизвестно куда с незнакомцем. В ноябре 1946 года Тюрин заманил к себе первую жертву – молодого рабочего одного из ленинградских заводов. Они разговорились, и новый знакомый рассказал, что продает картошку, причем по очень выгодной цене. У парня как раз было свободное время, и он согласился поехать к продавцу за товаром. Уже на следствии Тюрин расскажет, что у себя в бараке он указал рабочему на погреб, дал мешки и предложил самому наполнить их картошкой. Как только парень стал спускаться вниз, Филипп схватил топор и нанес своей жертве смертельный удар по голове.
Следующей жертвой Тюрина стала 62-летняя женщина, вынужденная продавать то немногое, что осталось у нее после войны. 27 ноября 1946 года она пришла на рынок продавать свой патефон, но найти покупателя на него оказалось непросто. Но тут к ней подошел Тюрин и предложил выгодно поменять патефон на картошку. Женщина без раздумий поехала к нему домой, где была зарублена топором. 2 дня спустя Тюрин встретил 25-летнего фронтовика, который пытался продать на Предтеченском рынке трофейный патефон. Это была ценная вещь, но продукты в то время ценились куда больше. Покупателей на патефон не было. Но тут ему встретился Тюрин, который пообещал за патефон столько картошки, сколько тот сможет унести. Фронтовик с радостью согласился на предложение и стал 3-й жертвой убийцы, который забрал не только ценный патефон, но и его одежду. А 3 декабря 1946 года убийца заманил к себе молодую пару. Парень и девушка готовились к свадьбе и отправились на рынок, чтобы раздобыть еду. При этом рассчитаться влюбленные, как и предыдущие жертвы Тюрина, хотели патефоном. В предложении съездить к продавцу домой за картошкой пара подвоха не заметила, очевидно посчитав, что вдвоем такая поездка точно не будет опасной. Они ошиблись. Смертельный удар топором Тюрин нанес сперва молодому человеку, а затем его спутнице. Тела своих жертв Тюрин часто топил в затоне реки Невы, неподалеку от своего дома, в районе под названием Уткина заводь. Чтобы тела не всплывали, Тюрин привязывал к ним тяжелые предметы, вроде кусков железнодорожных рельс и кирпичей. Вскоре родственники и коллеги жертв маньяка стали заявлять в милицию о бесследном исчезновении своих близких. Поначалу стражи порядка подозревали грабителей. Однако поиск пропавших раз за разом не давал никаких результатов. И тогда у сыщиков появилась новая версия. Возможно, в Ленинграде орудуют каннибалы. У милиции были показания свидетелей, которые отмечали: все пропавшие незадолго до исчезновения беседовали с мужчиной лет 40, либо на Предтеченском, либо на Смоленском рынках. Но в поисках подозреваемого это не особо помогло. Больше того, сыщики пошли по ложному следу и стали прочесывать окрестности рынков. Безлюдные закоулки, чердаки, дворы, подвалы и заброшенные здания. Они не могли предположить, что преступник увозит своих жертв далеко от места знакомства. Но в конце 1946 года Тюрин допустил ошибку. Он решил спрятать 2 тела прямо на территории завода «Большевик», где жил и работал. Для этого он выбрал заброшенную деревоземляную огневую точку, оставшуюся со времен войны. Но убийца не мог предположить, что в январе 1947 года в ДЗОТ наведаются сборщики металлолома. Их ожидала страшная находка – полностью раздетые и связанные тела мужчин, черепа которых были проломлены, а лица изуродованы. Испуганные сборщики поспешили обратиться в милицию, и вскоре оперативники отправили тела на экспертизу. Криминалисты обнаружили на теле одного из погибших шрамы от пулевых ранений, знак того, что человек, вероятно, воевал. Когда сыщики получили эти данные, головоломка начала складываться. Так был опознан убитый Тюриным фронтовик. Сыщики начали работать и решили прочесать район, где были обнаружены тела. Осмотрев все закоулки, они обратили внимание на 2 пруда и проверили дно одного из них багром. Так было найдено тело женщины, еще одной жертвы Тюрина. Вызванные оперативниками водолазы нашли еще 3 тела – мужчины и 2 женщин. Затем страшные находки сделали на дне затона Невы. Но когда с обысками пришли уже в помещение завода «Большевик», самого Тюрина там не было. Он уволился в начале декабря 1946 года и уехал в родную деревню Сумерки. Сам завод закрылся в январе 1947 года. Тем не менее, от сыщиков не ускользнул тот факт, что Тюрин жил вблизи мест, где находили тела. А опрос рабочих с «Большевика» лишь укрепил подозрения. Они рассказали, что, уезжая, их бывший коллега забрал 11 чемоданов, полных самыми разными вещами.
Кроме того, то, как рабочие описывали Тюрина, совпадало с показаниями свидетелей на рынках, которые последними видели погибших в компании загадочного незнакомца. Когда оперативники осмотрели комнату, где жил извозчик, то сразу поняли – вот он, верный след. Стены, пол и даже письменный стол были забрызганы кровью. Во дворе барака милиционеры нашли целый таз полной крови, которая застыла на морозе. Экспертиза показала – кровь из комнаты принадлежит животным. Тюрин разделывал свинину, которую привозил из деревни, а вот в тазу была человеческая. Вскоре милиционеры отправились за подозреваемым в сумерки. Тюрина вместе со всем его добром, среди которого оказались патефоны и несколько мужских наручных часов, привезли обратно в Ленинград. В убийствах маньяк признался не сразу и поначалу пошел в глухой отказ. Но потом, узнав, что близкие убитых начали опознавать вещи, найденные у него, Тюрин заговорил. На следствии выяснилось, что убивать он начал еще весной 1945 года. Тюрин не скрывал ничего и спокойно сообщил, что от его рук погибли 29 человек, с которыми он расправился по одной и той же схеме. Заманил к себе домой за картошкой и убил топором. Однако чистосердечные признания серийного убийцы, которого в Ленинграде прозвали Филиппом Кровавым, вызвали сомнения у следователей. Что-то не складывалось в его истории. Во-первых, на одежде погибших, которую нашли у убийцы, не было следов крови. А это означает только одно. Тюрин заставлял своих жертв раздеваться перед смертью. В противном случае после удара топором по голове кровь неминуемо попала бы на одежду. Во-вторых, как показали экспертизы, погибшие были связаны еще при жизни. Получалось, что Тюрин не нападал на них неожиданно, а подготавливал своих жертв к смерти. В пользу этой версии говорил и таз с человеческой кровью. Вероятно, убийца укладывал связанную жертву таким образом, чтобы после удара топором кровь стекала в таз, а не на пол. И, наконец, следствие не исключало и сексуальный мотив. Среди убитых было немало женщин, которых маньяк мог насиловать перед смертью. Впрочем, доказать последнее, как и приготовление к казни, следствие так и не смогло. На последнее судебное заседание маньяка доставили под конвоем. Тюрина признали виновным в гибели 14 человек, остальных найти не удалось. Но и этого было более чем достаточно. Преступника приговорили к высшей мере наказания. И в 1947 году 37-летнего Филиппа Кровавого расстреляли. В средствах массовой информации об этом практически не говорили. Да и людям было не до этого. Город только начинал приходить в себя от войны, в которой счет погибших шел на миллионы. Но история маньяка из «Сумерек» не была забыта. Летом 2015 года о Тюрине вышла серия в цикле передач «Следствие вели» с Леонидом Каневским под названием «Филипп Кровавый». На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч.